Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что происходит, какие движения намечаются по нефти, золоту, рублю, доллару на вечер сегодня. Ну и какие перспективы, как поменялась диспозиция за сегодняшний день. Так, друзья, давайте к календарику. Сальдо торгового баланса по еврозоне, оно, конечно, просело. Было 22 миллиарда месяцем ранее, сейчас 11 миллиардов. Ну, вот это, конечно, не очень хорошо, не очень хорошо. Но, с другой стороны, как бы летний сезон и вот эти пертурбации, они, возможно, будут немножко сглажены. Данные за апрель, то есть следующие за май, ну, на самом деле, посмотрим, что будет через 2 месяца, потому что если там не начнется выравнивание, тогда будет означать, что Европа забарахлила. Так, далее объем строительства новых домов в Канаде. Новых домов строится больше, чем предполагалось, но незначительно сильнее. Это разница. То есть, да, тренд положительный, потому что спрос очень высокий. Америка находится рядом, она подогревает этот спрос. Ну и плюс исторически Канада это страна мигрантов и мигрантов. И поэтому здесь все условия для того, чтобы этот пузырь надувался еще очень долго. Так, базовый индекс цен производителей. Здесь идет рост. Здесь идет рост. Но как раз вот это тот фактор, который является скрытой и постепенно нарастающей частью инфляции издержек, который будет ее толкать вверх и подстегивать до конца лета. И, соответственно, осенью вот здесь может быть обострение как раз в том, что связано с индексом цен производителей. Так, ну индекс цен производителей уже месяц к месяцу. Здесь тоже рост и тоже инфляция кипит и пышет. А вот объем розничных продаж проседает. Но, вы знаете, здесь на самом деле такая ситуация, когда появляется здесь вопрос большой, а не ушли ли в оплату услуг эти деньги, которые не потратили на розничные продажи. Поэтому здесь ситуация, она в целом, с одной стороны, негативная, но с другой стороны, она достаточно неопределенная, потому что по факту того, как ковидные ограничения сошли, люди, ну, у них все равно есть остаточный эффект того, что они хотят там куда-то съездить, куда-то сходить, а это же все услуги. Так, далее объем промпроизводства месяц к месяцу, здесь позитивная динамика. Так, ну и ВВП России поквартальный, снижение оказалось не такое страшное, как предполагалось. Ну, на самом деле, с такими ценами на нефть и металл, но тут как бы вообще, наверное, снижения быть не должно. Уже как бы должны были уйти в положительную область. Так, ну вот по России на самом деле появляется и положительная информация. Помимо того, что мы видим, есть сдвиги в экономике позитивные. Проблема заключается только в том, что эти сдвиги, они не соответствуют тому, как растут цены на нефть. То есть с такими ценами на нефть уже должна быть совершенно другая ситуация. Но вот в частности идет рост продаж новых грузовиков, необычайно высокий рост продаж. По мнению ряда экономистов, это является опережающим индикатором того, что экономика, она будет расти, с ней будет все хорошо. Единственное, конечно, меня несколько смущает этот индикатор. В каком плане? Все зависит от того, какая структура перевоза каждой конкретной стране. Если брать рынок грузовиков из Соединенные Штаты, где, в общем-то, колесный транспорт, шинный, он преобладает, там нету перекосов в сторону железных дорог, то там, да, там, несомненно, рост продажи новых грузовиков оказывается опережающим индикатором по многим отраслям экономики. Но в России исторически, исходя из огромных территорий, все привязано к железнодорожным перевозкам. Поэтому, конечно, продажи новых грузовиков в России это хорошо, но это не является таким прям однозначным индикатором, как в случае в Соединенных Штатах или даже Китая. Так, ну вот интересные закономерности. Вроде говорят, что страну утопили в валюте металлурги и нефтяники, но денежные переводы в валюте из России выросли вдвое. Соответственно, возникает вопрос, кто же денежки переводит и куда. Так, друзья, ну вот еще сальдо торгового баланса, который инвестинг почему-то считает совершенно неважным. Данные вышли еще на той неделе, 11 числа. Мне определенные вещи просто надо было посмотреть и понять. Я не стал поэтому их освещать и говорить. Но смотрите, здесь ситуация следующая проистекает.
Если мы рассматриваем фактический рост, который был по торговому балансу за апрель, то он лучше, чем то, что было за март. Положительный тренд здесь в небольшом количестве наблюдается. Но он меньше прогноза, и причем существенно меньше прогноза на 0,4 миллиарда. То есть, то, что прогнозировалось, исходя из текущих цен на нефть и на металлы, здесь, в общем-то, получается недосдача, причем порядка 4%. Ну, это как бы не очень хорошо, с учетом того, что эта цифра, она, по-видимому, была сформирована достаточно по-божески. Вот, поэтому здесь, на самом деле, вот это отклонение, которое получили, оно более ощутимо. То есть здесь, я так думаю, должно было быть 12-13 с учетом динамики цен, но по сути получили даже меньше прогноза, который был весьма скромен. Вот в этой картинке меня достаточно существенно настораживает тот факт, что рост вот этого самого сальдо торгового баланса, он, конечно, положительный. Если бы он еще и был отрицательный с такой нефтью, это была бы просто жесть. Но тем не менее здесь рост, он не соответствует тому, как происходит рост цен на сырье. Да, здесь определенный временной лаг, это за апрель, не за май, но тем не менее все равно это значение должно было быть больше. Но оно не больше 12 и 14. То есть здесь как бы означает, что либо растет импорт, либо что-то неясное происходит с экспортной выручкой. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Начнем с Викса, дневной таймфрейм. Здесь развивается движение наверх. Ну, соответственно, рынки фондовые и финансовые проседают, потому что волатильность растет. Это всегда взаимосвязанных фактора. Ну и все текущие движения, то, что происходит, оно связано с тем, что рынки и люди находятся в напряжении, в ожидании того, что завтра будет решено ФРС в части стимулирования, процентных ставок и так далее. Так, ну далее, по индексу доллара вот эти настораживающие движения наверх, они продолжаются. И как бы если они продолжаются, это нехорошо ни для рынков, ни для российского рынка, ни для российского рубля. Так, далее S&P. Ну, вроде ужас, а тем не менее, сегодня очередной хай показали. Вот, сейчас он так вяленько пытается откатиться в район 4220. Но здесь, если существенного негатива не будет, то, скорее всего, он где-то на 4230-240 он увязнет и будет консолидироваться. Вот, да, он рисует страшные картины, всякие разворотные, но тем не менее, вот он уже сколько их рисует и все равно растет. Так, друзья, далее нефть. Но по нефти здесь ситуация, она вполне прозрачная. Движение на 75,6. Соответственно, оно идет и идет себе. Так, ну от нефти, переходя к часовику, пытаются это движение сломать. Но здесь уже как бы новый уровень возник. Это 72,6, 72,7. Соответственно, если этот уровень не пробивается, то весьма вероятно движение... Ну, оно даже если не будет вертикальным, но достаточно устойчивое движение до 75,6, оно весьма вероятно произойдет. То есть здесь говорить о том, что какое-то отклонение пошло, можно будет только в случае пробития 72,7, 72,6. Так, друзья, далее золото. По золоту не произошло роста, пошло движение вниз. Ну, на самом деле здесь, как ни крути, но есть зависимость от индекса доллара и от Викса. И текущее движение в этих двух индикаторах, они золото подорвали. Опять же, здесь 1861 мы пробили, у нас остается последняя надежда, это 1842. Вот. Но здесь опять же все зависит от того, как сегодня будет закрытие. Если закрытие будет в районе 1861 выше, либо произойдет подтяжка к этому значению, то завтра весьма вероятно мы увидим либо консолидацию в этом диапазоне, либо попытку выйти за 1875 наверх. Вот. Но на текущий момент оно пытается развернуться, но с учетом конъюнктуры, то, что происходит в индексе доллара, в Виксе, ему развернуться и отскочить просто физически не дают. И в связи с этим текущая ситуация, она указывает на то, что рост не получился, сейчас снижение набирает обороты, цель движения находится в районе 1814-1815, но это очень, конечно, мощное движение, откатное.
И оно как бы произойдет в том случае, если не будет сегодня возврата на 1861, но либо в определенную область в районе уровня 1861, которая находится 1859, начиная 1859, или же в том случае, если мы сегодня получаем пробой вот этой пимпочки 1842, то тогда как бы движение вниз по золоту может быть очень решительным и очень сильным. Вот. Но здесь как бы пока вот этот пробой не свершился до конца сегодняшнего дня, я думаю, есть вероятность и достаточно существенная, что мы отсюда вернемся на 1861 или куда-то повыше. Так, друзья, далее евро-доллар. Но по евро-доллару сегодня, к сожалению, роста не получилось. Но опять же, тот откат, который произошел, он не привел к пробитию 1,2088. То есть, по сути, мы вернулись на вот это донышко. И сейчас от этого донышка пошло движение, попытка отскока. Цель этого отскока 1,2140 вот сюда, вот к этому значению. Если будет повторное движение вниз и пробой вот этого диапазона, то, соответственно, здесь уже развернется просадка в евро-долларе. На текущий момент вероятность такого события невысока. Разворот здесь весьма вероятно произошел. И сейчас тихим сапом начинает движение на 1,2140. Если здесь закрепится сегодня-завтра с утра, то мы увидим задеркой на 21.80. Но это уже будет потом. Опять же, если все-таки возникает откат и пробой 20.88, то его могут просто затушить очень быстро и очень сильно. Так, друзья, ну и рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовик, пошел рост. Ну тут факторов масса, только нефть благоволит. А так как бы индекс доллара растет и встреча завтра Байдена с Путиным, то есть это определенный рост негатива, потому что никто не знает, чем она на самом деле закончится. Но с другой стороны, как бы я думаю, все равно эта встреча, она хуже уже не сделает. То есть здесь либо нейтрально, либо улучшение. Потому что, ну, такого история не знала, что после встречи все начало сыпаться и трещать. Скорее наоборот. Встречи, они способствуют тому, что люди ведут переговоры и приходят к какому-то, ну, пусть даже коротенькому, несущественному консенсусу. Так, друзья, вот сейчас по часовику интересная картина, рубль-доллар. Мы подошли к вот этой первой скрижали, которая 72,3. И в течение ближайшей час, 2-3 здесь либо сейчас возникнет пробой с закреплением на 72,45 и уходом по направлению на 72,8. Либо, если такое движение не формируется, то мы сегодня спокойненько сейчас идем и возвращаемся на 72.12 и возможно даже сходим на 72, вот сюда вот к этому значению. Поэтому ближайшие 1-2 часа они позволят ситуации разрешиться, либо вот это фонтанирующее движение продолжается, либо мы сегодня возвращаемся и будем собираться с духом в этом диапазоне. Ну, сейчас, судя по тому, что происходит в активах, которые комплементарны, рубль-доллар, более вероятно будет коррекционный откат на вот этот сильный уровень. Так, друзья, давайте рассмотрим бумаги, акции, которые могут представлять интерес. Ну вот хотелось бы обратить внимание, остановиться на московскую биржу. Здесь сегодня пошло движение. Пошло движение, и весьма вероятно завтра будет попытка пробоя 177,3. Если этот пробой увенчается успехом, то нас по Мосбирже ждет движение. Первая цель этого движения будет вот сюда, вот в район 181. 181, и здесь перспектива это движение вот сюда вот на 186-187. Так, друзья, ну и вот сегодня у нас новая звезда взошла на солнце, Сургутнефтегаз. Есть ряд моментов, которые связаны с движением в этой компании. Во-первых, как бы есть такое поверье, что наряду с ВТБ и электроэнергетикой Сургут растет последним. Но здесь, мне кажется, это просто совпадение, то, что до этого возникало. Здесь движение в Сургуте, оно интересно двумя моментами. То, что Сургут это компания, которая она очень политизирована. И она, с другой стороны, как серая мышка. Рост Сургута говорит о том, что какие-то, наверное, грядут изменения, и они, по идее, должны быть весьма позитивны. Мне не очень верится в то, что
позитивное воздействие окажет рост рынка грузовиков, их продаж. Но вот то, что движение, которое наметилось в Сургуте, в обычке, оно как бы является определенным индикатором. Так, ну и вот сейчас мы подошли к Рубикону, пробили 37,7, у него был уровень 37,8. Если мы закрепляемся в этом диапазоне, то достаточно высока вероятность того, что отсюда может пойти движение наверх. Первая цель это 42,3, и следующая цель движения находится вот здесь вот в районе 48-47,5. Так, ну а на текущий момент, если переходить на часовик, пошел здесь коррекционный откат. Ну, на самом деле это вполне естественно. Деревья до небес не растут, если они не баобабы, конечно. Здесь вот этот весь коррекционный откат, он не страшен. Главное удержание уровня 37. Вот уровень 37 здесь как маячок. Если его пробивают, скорее всего его начнут очень мощно отливать. Если этого не происходит, то с учетом конъюнктуры и возможно каких-то изменений его потащат наверх и очень сильно. Так, друзья, ну вот по Транснефти меня постоянно спрашивают по префам. Ну смотрите, и вот эта компания, она, скажем так, есть по ней ряд мутных моментов, которые я не до конца понимаю. Поэтому я ее не особо люблю рассматривать, потому что там, где ты не чувствуешь почву под ногами, особо и не хочется это обсуждать. Но это вполне логично, и тем более какие-то, может быть, не совсем корректные идеи давать. Сейчас вот на текущий момент ясность более или менее появилась. По дневному таймфрейму здесь вполне четко видно, что вот уровень 163 тысячи, 164 тысячи, он является ключевым. То есть, если будет откат и пробитие этого значения, то, конечно, может произойти остановка на 159 500, но весьма вероятно, что этот коррекционный откат затянется и пойдет движение уже в район 147-150, вот сюда вот. Если переходить на часовые таймфреймы, здесь ситуация заключается в следующем. Вопрос, будет или не будет удержание 164 500. 164 500, если не пробиваем, то сегодня-завтра будет повторное тестирование и пробой 173 тысячи. Вот, опять же, обращаю внимание, что бумага очень специфическая. Я бы лучше с ней не связывался вообще. Так, друзья, ну и вот ТМК, конечно, это не айс по ликвидности, но тем не менее здесь достаточно интересное движение. Пошло 4-часовой таймфрейм. Здесь сейчас на текущий момент есть все основания для того, чтобы отсюда пошел отскок вверх. И цель этого отскока в этой траектории движения находится вот здесь, вот в районе 77. Вот, соответственно, это движение угасает, не происходит, если будет коррекционный откат с пробитием 72,5. То есть сейчас здесь четко сформировано определенное движение, набор позиций, который весьма вероятно разрешится движением вот сюда, вот к этому значению. Вот. Но опять же, это достаточно рискованно, эмитент несколько неликвиден, вот. Но тем не менее, здесь все-таки определенные интересные события, сделки, они произошли. Друзья, вот мое видение по основным инструментам, по каким-то акциям, по которым был вопрос. Спасибо за внимание. Успешных торгов. Счастливо!